Хай, everyoneчики мои! Рада вас снова приветствовать, с вами Ева Лорман. Кто впервые на моем канале, сразу говорю, не надо сочувствовать моим волосам. Они такие сухие от миллионов моих экспериментов, и плюс я еще их регулярно купаю в соленом море. И сегодня я буду себе делать осветление плюс окрашивание, но не порошком. Все-таки я решилась, друзья мои, я все-таки решилась. Я хочу быть немножко в золотом тоне. Я скажу так, что мне вот нравится небольшой отлив золота на моих волосах. По цветотипу мне сейчас это максимально подходит, потому что я супер-мега загорела. И пепел на мне вообще отвратительно смотрится. Такое впечатление, что я просто как бабка-ешка. Поэтому я решилась. Я все-таки попробую осветлиться супер блондом. Я, как всегда, на ваши вопросы отвечаю первый час после выхода нового видео. Это первое. Второе. Онлайн-консультации, книги, курсы. Ссылка в описании. Третье. Подписывайтесь на мой второй канал. В сентябре у нас начинаются вебинары. И, кстати, записывайтесь на марафон. Ссылка на марафон в описании. Итак, let's go, друзья. Супер блондом фирмы Концепт 12.0. И в ответ на рекомендацию знатока, что, мол, надо было не 12.0 брать, а 12 синего цвета. Ага, сейчас. Синий цвет суперосветляющей серии никогда не будет бороться с рыжим цветом на моем уровне глубины тона, зато он замечательно оставит синюю полосу на осветленных волосах. Буду краситься поподробнее, расскажу вам эту тему. Развожу краску 12.0. Ссылки на все материалы, которыми я сегодня буду пользоваться, оставлю в описании и в закрепленном комментарии под видео. Вообще всегда читайте мой закрепленный комментарий, потому что вдруг там что-нибудь новенькое появилось. Например, моя продукция, которой я занимаюсь сейчас, разрабатываю свою продукцию и, возможно, уже, если вы смотрите это видео спустя сколько-то там времени, уже там может быть ссылка на мою продукцию. Так что всегда заглядывайте в мой комментарий под видео. 50 грамм. 12.0 разводится всегда с 9 или с 12% оксидом. Я для своих волос буду использовать 12% оксид. 1 к 2. То есть 50 грамм краски и 100 грамм оксида. Размешиваем. Я уже протестировала Супер Блонд. Я сколько раз пыталась на него уже перейти. Сколько раз? Много раз. Каждый раз, когда я на него переходила, мне всегда не устраивает оттенок оранжевый, который остается на моих волосах. Потому что я же Азия. И у меня получается очень сильный красный пигмент, который вообще ничем, кроме порошка, не удаляется. Но на этот раз я решила, думаю, так, вот пусть уже как будет. Сколько уйдет пигмента, столько и уйдет. А с остальным посмотрим, до какого состояния я смогу его нейтрализовать. Если раньше, например, меня бесили любые проявления желтого и тем более красного, то сейчас я как-то поспокойнее к этому стала относиться. И знаете, и даже мне нравится на моих волосах оттенок золота. Тем более вы мне под одним роликом написали, что ты чё, тебе идет золотой цвет, круто! И, в общем-то, знаете, вот думаю, попробую. А может, мне будет комфортно с этим цветом. Правильно? Правильно. Смотрите, вопрос в том, что Супер Блонд осветляет только на 4 тона. Говорят, конечно, на 5 тонов, но это от 6 уровня глубины тона, а у меня 2-й, чуть ли не 1-й. То есть у меня до 7-го. А на 7-м уровне находится самый трэш. Это оранжевый, от которого избавиться, ну, очень сложно. Этот трэш и является той проблемой, которую потом сложно решить. Красный оттенок. Ладно бы золотой, а он красный. Вот я сейчас буду избавляться не от желтого в первую очередь, а от красного. То есть, если вас не пугает наличие красного и желтого пигмента после осветления, то, в принципе, Супер Блонд это хорошо. Но если вы хотите, конечно, быть пепельной блондинкой, то навряд ли Супер Блонд это ваша тема. Конечно, если вы 7 и 8 уровня глубины тона, тогда, в принципе, Супер Блонд, конечно, сработает лучше, чем на мне.
Мне нужен просто золотой цвет, без оранжевого. Начинаю красить себя спереди, потому что если я, например, зонально буду смывать, то мне спереди гораздо быстрее и легче смыть, чем сзади, а потом спереди. Поэтому, кто сейчас в ужасе от того, что я начала спереди осветление, расслабьтесь, в Багдаде все спокойно. То есть, что-то хочу я в золото уйти. Золотишко мне нравится. Дорого-богато буду. Эх, если мне этот цвет зайдет. Устала я уже от Total Blonde. Не, понятно, народ любит Total Blonde. Я ничего не говорю. Я сама с ним сколько лет проходила. Но что-то no. Кстати говоря, знаете, работать с волосами, в которых присутствует золотинка, это самая-самая идеальная база. Вот если уже золотинки нет, то я должна вам сказать, что волосы, конечно, йог. То есть они могут уже сказать вам «До свидания, мой ласковый мишка». Но не до новых встреч там будет. Все-таки белые волосы – это такая грань между наличием волос и его отсутствием. А когда желтые волосы, тогда вообще можно не переживать. Я имею в виду после осветления, когда остается база желтоватая, можно не париться. Натурально я имею в виду, конечно же. Косметическая база, там вообще другая история. Косметику, во-первых, сложно вообще осветлять. Ну и, конечно же, мы не делаем это красками. Почистить можно краской. Как я показывала, гибридное окрашивание хотела себе сделать. Там вообще чистка прям нормально прошла. Больше, чем мне нужно. А вот прям вот такое хорошее осветление косметической базы, ну нет, ребят, краска нет. Она что-то там дернет, она что-то там поднимет. Конечно, опять же, все зависит от того, какой вы хотите результат. Если поднять надо на тон и немножко почистить полотно, то вообще, в принципе, можно это даже красителем делать. То есть есть у нас такие общепринятые понятия. Краска краску не осветляет. Но это имелось в виду, что поднимет на чуть-чуть. Ну и все. То есть такого серьезного осветления там не будет. Так, пошла, намажу себя сзади. Сзади не буду показывать, как я это все делаю, потому что, я уже неоднократно на камеру извращалась. Поэтому, кому интересно, поищите, есть видеоролики, где я показываю, как сзади я себя крашу. А сейчас пойду все-таки упрощу себе задачу перед трюмо. Оу, вау. Все, я нанесла. Краска, конечно же, щипит. Кожу головы щипит. По сравнению с порошком, который я вообще не чувствую на своей коже головы, краску чувствую. Вау. Ну и что, потерпим. Хочу золотинку. Хочу золото. Золото хочу. Посмотрим. Может быть, конечно, придется поработать с оранжевым отливом. Посмотрим. В общем, сидеть я буду максимально заявленное время производителем. Это 60 минут, то есть час. Засекаем. Через час помою голову и покажусь вам. Мне час, ребята, мне час. У меня какие корни? Бабушка молдаванка, дедушка украинец. Кто моя мама? Отец мой татаро-монгольская ига. То есть максимально сильные пигменты волос присутствуют сейчас в моей расовой карте. Ах, оставьте. Пошла ждать час. Эпопея «Хочу, не знаю что» продолжается. Прошло 3 дня после того, как я себе сделала осветление суперблондом. Молодец. Без защиты, ребята, без защиты. Немного спалила себе кожу головы. Я ж не знаю, что существуют вот такие вот вещи специальные для того, чтобы защищать кожу. Вот не знаю. Для клиентов знаю, для себя не знаю. Все время в спешке думаю, ой, быстро, сейчас что там сделаю, нанесу бегом. Мне ж некогда. Ребят, если вдруг у ваших клиентов или у вас какая-то реакция на краситель, то есть раздражение кожи, на высокие оксиды, пользуйтесь вот этим лосьоном. Он как раз для этого и создан.
Поэтому-то я и выдержала 3 дня, не стала сразу тонироваться, потому что кожа была раздражена. Я успокаивала свою кожу после осветления. Суперосветляющий серии на высоком оксиде. Это не только концепт. На любом бренде на высоком оксиде у меня горит кожа. Если такое произошло, то лучше сразу не тонироваться, воспользоваться вот этим успокаивающим лосьоном, подождать пару дней, а в дальнейшем потом все время им пользоваться при осветлении. В целом, если посмотреть на мои корни после суперосветляющей серии, довольно-таки неплохо, но есть рыжий оттенок. Но я это предполагала. У меня ж такой свой черный цвет волос. Но даже для этого черного цвета волос довольно нормальные корни, я вам скажу. Главное, что не сильно рыжие. Рыжие! С красным, а мне красный цвет вообще не идет на голове. Ну, в общем, я решила быть в золоте. Блондинка в золотом. В КВН Кевин в золотом, а у меня будет блондинка в золотом. Буду делать себе сейчас тонирование, но выберу краситель не как в прошлый раз, а сделаю вот какую триаду. 9.1, 9.3 и 0.3 микстон. Развожу краску. Я буду защищаться. Буду использовать вот этот праймер. Он используется как раз перед окрашиванием для защиты структуры волос и для выравнивания полотна. Для чего мне этот праймер сейчас нужен? Для того, чтобы у меня не провалился пепел, который я сейчас буду использовать. Да, странно звучит то, что я хочу быть в золоте и буду использовать пепел. Объясняю. Пепельный – это сочетание золота и синего. Синий у меня как раз уйдет против рыжего, но это так, теоретически. Хотя бы будет какая-то надежда от частички рыжего избавиться. Ну а золото – это то, что я хочу сейчас себе сделать. Что надо сделать? Надо взять, нанести вот эту штучку и распределить по волосам. Особенно на концы, чтобы цвет не проваливался. Интересная я, конечно, в плане того, что всем всегда делаю уход перед, после, а себе нет. Надо быстро-быстро, себе надо всегда быстрее, на себе можно сэкономить время, потому что это себе. Решила, не буду экономить на себе. Надо себя любить. Так, ну все, нанесла. Довольно много его получается в одном пшике. И начинаем делать окрашивание. Смешиваю следующие пропорции. 9.1. 20 грамм. 9.3 тоже 20 грамм. И совсем чуть-чуть золотистого микстона 0.3. Все это перемешиваем сначала в мисочке. И добавляю 3% оксид. Сделаю 1 к 1,5. У меня получилось 40 грамм и 60 грамм оксида. Отвечаю на вопрос, почему на 3% оксиде, потому что мне нужно, чтобы мои корни как-то затонировались поглубже этим красителем. И второе, объясняю, почему развожу 1 к 1,5. Если я разведу 1 к 1, то пигментация этого красителя будет слишком насыщенной, то, чего мне не надо в этом рецепте. Поэтому, ребят, если вы работаете на концепте, а концепт это пигментированный краситель, разводите его 1 к 1,5, 1 к 2, 1 к 3, тестируйте пряди. В итоге получится супер экономичный краситель и, самое главное, менее агрессивный для волос. Вот такой вам лайфхак. Все, начинаем краситься. Вот эту базу я не буду ее доосветлять. Наношу просто краситель. Смотрите, какие темные корни. Короче говоря, не уйти мне от порошка. Но я решила, раз я иду в золотую сторону, я буду осветляться на 3% оксиде. Потому что 3% оксид на порошке уберет таки вот этот отвратительный красный оттенок, оставит мне золотишку и будет все замечательно. В общем, да, не получается нам
азиатам обходиться без порошков. Вот так вот. Делю волосы на 4 части. Начинаю спереди, потому что мне так удобней. Да, эта оранжевая полоса, конечно, поделает мне еще мозг. В следующий раз, когда осветляться, придется осветляться чуть раньше, чем я планировала. Вот что значит мыторство. То порошок, то краска. Чтобы не успели отрасти мои корни. То есть, по сути, мне осветляться придется чуть ли не через неделю. Но ходить тоже с таким видом, с рыжими корнями, вообще не вариант. А почему придется быстро осветляться? Потому что начнут расти мои волосы. И я, когда буду осветляться порошком, прикорневая вот эта отросшая часть осветлится быстрее, чем вот этот теперь рыжий, бесстыжий. Поэтому придется совсем скоро осветляться. В общем, как я буду бороться с этой оранжевой полосой, конечно же, покажу. Уже я в преддверии этого всего. Так, прошло уже 20 минут после того, как я нанесла краситель. И я уже его растянула. Но вот эта противнючая оранжевая полоса никуда не денется. И я это уже прекрасно понимаю. Мне придется с ней бороться через неделю. Сделала себе просто и быстро. Думаю, ой, сейчас быстрее. Вот это без всяких порошков. Ага. Все, пошла мыть голову. Вау! Я хотела, чтобы у меня корни были не пепельные. Очень даже классно получилось. Вполне себе носибельно. Очень даже хорошо. Мне нравится. Я заметила давным-давно, что мне идет какой-то вот такой холодный золотой. Золотого цвета. Вообще круто. И блестит, волос блестит. И еще, кого интересует обучение колористике стрижкам, у меня есть собственная академия. Ссылка на мою онлайн-академию в описании.
Я обучаю мастеров, которых я буду сама собственно рекомендовать на своем канале. Для своих подписчиков вы будете видеть их контакты, моих мастеров из высшей лиги, и будете, я уверена, с радостью обслуживаться у них. Поэтому, мои подписчики, дорогие мои подписчики, пишите, из каких вы городов, где вы ждете моих учеников. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии, их такое огромное количество. Просто всех, каждого из вас благодарю, всех до единого. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.